Сегодня утром в Москве в Центральном соборе Петра Митрополита, главной церкви Высокопетровского монастыря в городе Москве, прошел ритуал соборования родного сына Филиппа Киркорова Мартина. Таинственный церковный ритуал, направленный на выздоровление и восстановление сил тяжело больного человека, начался в 9 утра по местному времени и продлился 2,5 часа. Филипп Бедросович Киркоров, его родные и друзья возлагали колоссальные надежды на данный ритуал. В монастыре собрались более 1000 человек, среди которых были замечены известные публичные личности: композитор Виктор Дробыш, певицы Маша Распутина, Вика Цыганова, Анастасия Стоцкая и певец Николай Басков. Помимо этого, просто незнакомые люди заходили в монастырь, чтобы поддержать известного артиста в тяжелый для него момент. Филипп Бедросович публично встал на колени перед лежащим смертельно больным сыном и попросил у него прощения. Из глаз Филиппа Бедросовича потекли слезы. В течение почти 2,5 часов читались самые добрые молитвы и пожелания о выздоровлении Мартина. К сожалению, те радужные ожидания, которые возлагались на ритуал соборования, не оправдались. Спустя 1,5 часа после церковного ритуала Мартину Киркорову стало резко хуже. Директор Центрального психологического центра города Москвы Валерий Саблин назвал некоторые причины, по которым ритуал соборования не повлиял положительно на сына Филиппа Киркорова. Известный психолог заявляет, что в монастыре во время соборования сына Филиппа Киркорова находилось много незнакомых людей, а лучше всего, когда при данном ритуале находится только сам больной или его самые близкие люди. Сын Филиппа Киркорова хоть и находился в бессознательном состоянии, но в связи с этим мог почувствовать тайное волнение и, как следствие, недомогание, что привело еще к более серьезным последствиям. Так это или иначе, но спустя 3 часа после церковного ритуала сыну Филиппа Киркорова провели срочную медицинскую операцию в связи с критическим состоянием больного. К сожалению, медицинское вмешательство закончилось неудачей. Были большие риски, связанные с летальным исходом, поэтому лечащим врачам пришлось прекратить операцию. На данный момент состояние здоровья сына Филиппа Киркорова остается критическим. Лечащие врачи Института Склифосовского на данный момент еще не избрали дальнейшей стратегии лечения. Зрители с большим стажем могут помнить, что Филипп Бедросович не зря винит себя в этой трагедии, ведь у Мартина трагическая ситуация произошла после конфликта со своим отцом. Из-за того, что Мартин Киркоров испортил подарки, которые подарил ему Филипп Бедросович на Новый год, Филипп Бедросович отреагировал на это неадекватно и нанес своему сыну серьезнейшую черепно-мозговую травму. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления больным людям, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.